Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю торт Рафаэлло. Покажу вам, как я готовлю сочный, всегда ровный, очень вкусный кокосовый бисквит. Сделаю также вот такие домашние конфетки Рафаэлло, которые очень быстро готовятся. И также покажу сборку данного торта. Итак, для бисквита мне понадобятся все продукты комнатной температуры. Здесь у меня 4 яйца весом по 50 грамм. Также я беру отдельно 2 белка общим весом 60 грамм. Здесь у меня чайная ложка без горки разрыхлителя 2 грамма. Пакетик ванильного сахара, 150 грамм сахара. Здесь 40 грамм среднего помола ароматной кокосовой стружки. Здесь у меня 100 мл молока комнатной температуры, 30 грамм кукурузного крахмала и 140 грамм пшеничной муки. Вливаю в дежу-миксера я яйца, также отдельно 2 белка. От этих же яиц, я имею в виду весом по 50 грамм, которые яйца. И на малых оборотах начинается просто размешиваться яичная смесь. Туда же добавляю пакетик ванильного сахара и крахмал. Это важно сделать на малых оборотах миксера, чтобы крахмал разошелся. Многие спрашивают, для чего я добавляю сразу крахмал. Крахмал добавляется для устойчивости яичной массы, для того, чтобы яичная масса взбилась очень плотно, для потом дальнейшего увлажнения бисквитной массы. Итак, на высоких уже оборотах крахмал у меня разошелся с яйцом, я ввожу туда сахар. И примерно минут 10 я взбиваю до белой пышности всю эту массу. Здесь я уже застелила форму 20 сантиметров в диаметре фольгой. Сверху нужно обязательно будет выстелить дно формы пекарской бумагой. Я этого не сделала и потом пожалела. Здесь у меня в прямоугольной форме сухая смесь, мука, разрыхлитель, щепотка соли и кокосовая стружка. Вот до такой плотности должна быть взбита яичная масса. И теперь по ложке я ввожу туда на самых малых оборотах миксера всю сухую смесь. Еще раз повторяю, взбивалось это минут 10, не меньше у меня. Мощность миксера 700 Вт. И половину молока я сразу ввожу комнатной температуры туда. Все это потом опять перемешивается. И также я ввожу опять немного сухой смеси, молоко и завершаю всю эту сухой смесью. Вот такая вот масса на выходе у меня получается. Видите, она держит форму, то есть рельеф виден в тесте. Я еще раз промешиваю это все силиконовой лопаткой. Тесто такое достаточно будет жидковатое на выходе, видите, то есть оно не такое упругое, это нормально. Обязательно застилаем дно еще пергаментом. Я этого не сделала и потом пожалела. Я обычно делаю с другой фольгой, у нее покрытие другое той фольги, а здесь не сделала. 40 минут у меня будет выпекаться бисквит при температуре 175 градусов Цельсия до сухой шпажки, выходит оттуда сухая чистая. И вот такой ровный он у меня получается, верх-низ без конвекции печется. Я все напишу в описании к данному видео. Итак, теперь он пока еще горячий, я переношу его сразу в форме на решетку. Он остынет слегка до той степени, чтобы я могла до него просто дотрагиваться, до этого бисквита, до этой формы. Видите, уже даже после выпечки, еще в очень горячем состоянии, он плоский, этот бисквит практически. Остыл, чтобы можно было до него дотрагиваться, этот бисквит. Вырезаю острым тонким ножом из формы. И видите, какой он уже ровный. То есть он уже у меня абсолютно без всякой шапочки, без разрывов. Бисквит получается идеальным при выпекании. Теперь я переворачиваю его на решетку и буду отделять фольгу от дна. Обязательно простелите бумагой для выпечки, потому что кокос, он такой сладковатый, и вот к такой обычной фольге без покрытия, я обычно с покрытием фольгу беру, которая из более дорогой серии, а здесь у меня ее не оказалось, и я не простелила бумагой для выпечки, поэтому кокос прилип
и немножко поджарился. И видите, и поэтому у меня отделилось неравномерно. Пришлось оторвать его. Но если простелим бумагой для выпечки, все будет просто превосходно. Обычно я пеку на фольге, которая с покрытием, и у меня все получается. Он у меня остыл до комнатной температуры. И видите, какой он уже ровный и плоский. Сейчас я его убираю, завернув в пищевую пленку обязательно. Хотя бы часа на 4 в холодильник. Сразу я его не нарезаю. Итак, у меня сейчас прошла ночь. Вот дном вверх он у меня отлежался в пищевой пленке в холодильнике. Я удаляю всю пищевую пленку и нарезаю его кондитерской струной. Бисквит у меня 7,5 сантиметров в высоту. Я его буду нарезать на 3 коржа по 2 сантиметра. Мне так удобнее для моего торта. И верхнюю шапочку я просто уберу. Вы же можете его смело нарезать на 4 равных коржа, если вас не мешает вам эта шапочка. Я просто не буду ее использовать. Вот такие бисквиты у меня получаются. У меня есть на канале еще один крем Рафаэлло, который я использую там на сыре маскарпоне, как это и делают итальянцы в принципе. Тогда не требуется пропитки к данному бисквиту. Я же сегодня буду с другим, более бюджетным кремом собирать, который на заварной основе, поэтому я слегка пропитаю этот бисквит. Крем я буду использовать, который я готовила в предыдущем видео. Ссылку обязательно я оставлю и на этот заварной крем Рафаэлло, и тот, что на маскарпоне и на сливках. Я все это оставлю в описании к данному видео. И проходите по ссылке, выбирайте тот рецепт, который вам больше понравится. Собирать я торт буду даже без кондитерского кольца, потому что крем очень стабильный на заварной основе. Его я готовила в предыдущем видео. Я визуально крем делю на 2 равные части, и слегка я оставляю просто для покрытия торта с внешней стороны. И разравниваю шпателем, и обязательно уже на выровненный крем я наношу миндаль. Здесь у меня 70 грамм обжаренного миндаля. Обжаривала я его в духовке при температуре 150 градусов примерно 10 минут. Я всегда так делаю, то есть я не вмешиваю это сразу в крем, чтобы миндаль оставался как можно более таким хрустящим. Разравниваю это рукой и накрываю следующим коржом. Коржи, как я уже сказала, в данном торте я пропитываю, потому что у меня крем Рафаэлло именно на заварной основе в данном торте. Если же на сливках, на маскарпоне, я тогда не пропитываю именно этот бисквит кокосовый свой. Пропитка у меня здесь сегодня 85 грамм кипяченой воды и холодной кипяченой воды и 15 грамм сгущенного молока. Даже чуть-чуть у меня осталось здесь пропитки. Остатками крема я просто выравниваю слегка бок, и без кольца я его буду убирать в холодильник. Здесь у меня примерно 70 грамм кокосовой стружки, немножко ее останется, и я просто нанесу ее для финишного покрытия торта, потому что это домашний тортик такой. Кокосовая стружка у меня здесь не отбеленная, потому что, на мой взгляд, отбеленная она менее ароматная. Я всегда беру именно для Рафаэлло, которая та, что не отбеленная. Поэтому у меня и тортик, и конфеты слегка такой более естественный цвет имеют, такой желтоватый. Если же вы берете отбеленную кокосовую стружку, у вас будет идеальный белый цвет тогда. Минимум на 3 часа убираю сейчас в холодильник готовый торт. И теперь приготовим конфетки Рафаэлло. Такие домашние, на скорую руку, но очень-очень вкусные. В ковшике у меня 200 грамм сгущенного молока с сахаром. Здесь 100 грамм кокосовой стружки среднего помола, 40 грамм сливочного масла и примерно 12-14 зерен миндаля. На умеренном огне я довожу масло и сгущенное молоко до кипения. Вся эта смесь сильно разжижится. Она, видите, какая жидкая должна стать эта смесь. И теперь в 3 приема я ввожу туда кокосовую стружку. Постоянно все это перемешиваю. Я непрерывно это все мешаю. Сгущенное молоко с сахаром, оно сильно пристает к дну ковшика, поэтому мешаем беспрерывно. Это длится недолго. И на умеренном огне это делаем, конечно же. Теперь
когда я ввела всю эту стружку, мы ее увариваем где-то, может быть, минуту, может быть, полторы. Вот так она сильно должна загустеть, эта смесь. Вы это почувствуете, и снимаем ее с огня. Перекладываю теперь вот в такую тарелку, видите, уже вот в горячем виде вот такая она плотная, эта смесь. И убираю теперь, чтобы она остыла, ну, хотя бы до комнатной температуры у меня. Пищевой пленкой в контакт, еще в горячем виде накрываю, чтобы не образовывалась корочки сверху. И остужаю до комнатной температуры. Смесь остыла до комнатной температуры, вот так вот она затвердела у меня. И теперь я поделю ее на порционные кусочки где-то по 20 грамм. И получится 14 конфеток из всей этой массы. Ну, примерно, скажем так, получается. Я скатываю в шарик и потом вот так вот расплющиваю его между пальцами. Вкладываю туда один миндальный орех. Скатываю все это в круглый шарик. Получается это очень быстро. Со всеми последующими я проделываю то же самое. Также взвешиваем обязательно на весах, чтобы у нас конфеты выглядели более или менее ровно, одинаково. Когда конфеты все сформированы, я обваливаю их в кокосовой стружке. Я еще раз повторяю, что кокосовая стружка у меня здесь не отбеленная. Она у меня более ароматная, чем отбеленная. Поэтому конфетки выглядят так более естественно, скажем так. Здесь я брала примерно 30 грамм кокосовой стружки для обваливания этих конфеток, и еще вот столько осталось. Просто для того, чтобы мне было комфортно более работать. Я устанавливаю это просто на домашний тортик, я ничем их не креплю здесь. Если же вам нужно будет транспортировать такой торт, обязательно крепите на белый шоколад. Растопите белый шоколад и крепите каждую конфетку к торту. Вот такой тортик у нас получается. Теперь я хочу разрезать торт и показать вам, как он выглядит именно в разрезе. Торт ароматнейший, очень вкусный и очень нежный. Бисквит очень влажный и сочный у него получается. Вот такой разрез получается у торта. Там виден хорошо и слой миндаля. Очень хорошо держит форму и бисквит, и крем при нарезании. Вы же можете взять на 4 равных коржа можно разрезать этот же бисквит и взять просто потоньше слои крема из этого же количества крема. У вас получится 4 коржа и 3 кремовых прослойки. Вот здесь вид поближе я вам хочу показать. Бисквит очень сочный. Конечно же, кокосовые хлопья там чувствуются при разрезе, но все же разрез получается очень хороший у него. Я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю успехов и до встречи в новых видео.